Любителям выживать привет, а остальным чисто человеческое спасибо. Отдельно, конечно, огромнейшее спасибо Милуру, который мне позволит безбедно существовать, полгодика точно. Вот. А также прочим донатерам, ребята, я очень ценю вашу поддержку. Реально, спасибо. Надеюсь, так и будет продолжаться. Я, чтобы не умереть с голоду и дальше, создал Бусти. Вот. Туда буду ролики на день раньше сливать, конечно, если получится. Вот. Спасибо, да, вот я не очень, конечно, выгляжу, ночью не спал, вот делал ролик, да, значит, вот для вас, да. На Бусти подписываемся. Поехали. Утро, как говорится, начинается не с кофе, а с чудного непонятного сна главного героя. Звать Горемычного Иватани на Афуме. Чел тупо студент, живет на родительские деньги, из дома выходит редко, и то чисто за едой. Разве что иногда удосуживается посетить библиотеку, чтобы почитать. И вот в один такой чудесный книжный день среди кучи макулатуры ГГ нашел новую, модную ранобэ про каких-то странников, призванных в другой мир, и отправившихся покорять его просторы с одним из 4 оружий. Меч, копье, лук и, кто мог подумать, щит. Как вдруг вы представляете, на Афуме затянуло прямо в пучину страницы, и все, то есть Исекайнулся в качестве того самого героя щита. Там же еще 3 бедолаг, которым, правда, дела до проблем местного королевства нет, и вообще оплата вперед. Ладно, вру. Ребятки таки согласились посетить местного правителя, который все рассказал, пояснил, ГГ проигнорировал и всех спать до завтра отправил. Из важного. Все бедолаги, как оказалось, прибыли из разных параллельных Японий, где игры другие, правительства и законы, но одно неизменно. Щитовики во всех медиа, бесполезный балласт. Получается, помянем. А на утро можно снова на поклон королю. Пора собирать отряд из добровольцев, потому что вместе ребятам путешествовать не получится. Навыки каждого легендарного оружия будут друг другу только мешать. А качаться, понимаете, нужно как можно быстрее, потому что над миром висит беда, угроза, животины, монстры, вот это все. Из грустного. К Горемычному присоединиться никто не захотел, потому что правильно. Уже везде расползлись слухи о том, что чел вообще не выкупает кто, как и где, еще и щит. Одним словом, лох, другим словом, ладно. Некая Малти таки вызвалась войти в пати, а король даже пожаловал на 33% монет больше, чем остальным. В честь немощности, понимаете? Коротко говоря, пора с другими исекайнутыми попрощаться и пойти прикупить мощного снаряжения. Почему остальные сразу направились гриндить за ворота? Не знаю, пишите в комментариях. Итак, меч не подошел, такой тип оружия использовать нельзя. Зато броню купили, в поле сходили, слаймов побили, щит прокачали, заточили, в лавку опять вернулись, половину денег на шмон для спутницы спустили, поели, попили, план на будущее обсудили, пора спать. На утро, понимаете, беда. Кто-то украл абсолютно все. Шекели, снаряжение, еще и стража подоспела. Говорят, мол, король хочет прямо сейчас и лично видеть щитовика. Дело в том, что, по словам Малти, ГГ тупо набросился на нее ночью и того, глядишь, сделал бы что-то хуже, не успея она сбежать. Даже доказательства имеются, а самому Горемычному никто, конечно, не верит. Правда, и поделить на 0 тоже не могут, хоть закон такое и предусматривает. Итого, легко отделался. Минус все деньги и гнилая молва по городу. Теперь нужно в соло гриндить, слаймить, продавать, покупать, собираться, качать и даже бандитов в переулке пугать. А потом, представляете, из подворотня вылез какой-то клоун. Предлагает спутников, причем самых верных, и тупо не способных предать. Правда, вопрос будет стоить энной суммы. Самые дешевые и послушные зверолюди. Вот одна из таких. Енотиха как раз стоит сущие копейки, потому что болеет и физически, и психологически, а вообще самый скверный вариант. Значит, самое то, что нужно для Горемычного. Ну и все. Контракт заключили, шмот прикупили, поели, отдохнули, пора и нарезкой монстров заняться. Между тем, можно еще оформить пару флешбеков Рафталии о детстве, когда она была свободной ребенкой. Родители были живы и все было хорошо. Отец вон даже сказки о героях рассказывал. Мол, среди всех самый добрый, молодец, некий герой щита, положительно, не отрицательно относящийся к зверочеловекам. Одним словом, шлеппа. А дальше, вы знаете, продолжительная резня, гринд, фарм, кроль, редевня, шахта, руда, собачка. Спустя пару сомнительных сомнений, Горемычная даже поделила животину на целковую. Поздравим! Прошла неделя. Навыков у щита стало больше, буквально не сосчитать, как много веток. К тому же Рафталия подросла. Ну, по кошачьим годам, понимаете. В честь такого можно даже в очередной раз гардероб обновить и даже мощную модную броню для самого на Афуме заказать. Тем более, старый знакомый готов даже скидку сделать. Причины и подробности такой щедрости не уточняются. Тем временем в городе вовсю активизировались гражданские армии, потому что, судя по всему, скоро начнется вторая волна мощных мобов. Так что нужно быть во всеоружии. Узнать точное время прибытия, если что, можно по магическим часам, расположенным в храме. Там же, как ни кстати, собрались и остальные герои, ряженые с отрядами, гнилыми мыслями, еще и что-то недоброе про Иватани пытаются втереть. Ну и ладно. Главное, что Рафталия никому ничем не да, всецело предана своему спасителю, научившему жить, выживать
понимать смысл бытия, понимать. И тут вдруг, представляете, бим-бом-бум-бах и телепортация прямо в пекло событий. Монстры, представляете, напали прямо на деревеньку, в которой недавно был ГГ. Значит, нужно всех спасти, помочь эвакуировать, а потом и того лучше всех зомби на колокольню завлечь. И все, то есть, фейерверк. Причем не только свой, а еще и от местной стражи, которая палила прямо по селу, зная, что здесь и герой, и местные. Впрочем, противопоставить монстру пехотинцы ничего не могут. Значит, нужно бежать и не оглядываться. Правда, несколько солдат таки осталось помочь Горемычному, и представляете, повезло. Все починилось, небо заросло, босса другие герои вычислили. Осталось только на поклон королю. Что до деревенских, залечивают раны, поминают поминки, в общем, грустно, печально, грустная история. Благо, хоть работяги остались благодарны за спасение. Спасибо. Пожалуйста, праздник, все молодцы. Осталось почивать, чаевничать, винничать, наслаждаться вкусностями. Жаль, Горемычный не весел. Обидно, досадно, но куда обиднее то, что копейщик Матаясу прямо так при всех вызвал на Афуме на дуэль. Говорит, мол, ГГ держит бедную кошку-жену в плену. А это не по чести, не по достоинству, еще и король согласен, что битва должна быть. Очевидно, все сговорились. Ничего не поделаешь, придется устраивать тотальную резню. И раз Иватани честно победить не может, нужно правильно использовать все доступные те же методы. Отбиваться, обороняться, слаймом кидаться, и, похоже, победа за щитом. Даже лучник с мечником отметили, что Горемычный молодец. Но кто бы мог подумать, битва не окончена. Сдаваться Матаясу не собирается, и того хуже, гниль на Малте вмешалась в поединок, кастанув магию ветра. Получается все, бедолага проиграл, с Рафталии проклятую метку сняли. Горе, слезы, сопли, слюни. Гнилая оказалась дочкой короля. Мерзость. Но вы представляете, помощь пришла откуда не ждали. Лук с мечом исход боя принимать не собирается. Вообще, в отличие от остальных зрителей, они-то магию заметили. К тому же церковники на судьях все поняли. Еще и Рафталия героя обнимает, говорит, ни за что никогда не бросит. Все будет хорошо и даже лучше, чем можно представить. Тем более левел повысился, а вместе с ним и возраст поменялся. Все потому, что зверочеловеки, в отличие от обычных людей, растут будто монстры с повышением уровня. В честь такого можно даже бутерброд съесть. В общем, ребята, тут должен был быть скетч с бутербродом, да, но проблема. Я думаю, это крайне финансово невыгодно. Что до параллельных сюжетных веток. Какая-то королевна что-то там да, что до награды. На Афуме таки получил свои гроши, несмотря на всеобщее неодобрение, осуждение и косые взгляды. Опять и снова, потому что Ицуки и Рен вмешались в несправедливую справедливость происходящего. Молодцы. Далее по плану поставить новую печать у клоуна, купить киндер и яйцо, посетить одну лавку, другую лавку, кринжки, рецепты, гримуары. Торговцы, так сказать, благодарны за помощь их родным в той самой деревушке. Спасибо. Что до киндера, вылупилась какая-то птица. К счастью, ездовая, к несчастью, растет быстро, ест много. К еще большему несчастью, в село прибыли Матаясу с Малти и армией. Говорят, копейщик назначен новым лордом, налоги повышены, а жители теперь тупо расходный материал. Опять и снова гниль. Благо, откуда ни возьми, взялись какие-то геншин-импактеры в модных масках с письмом и важной информацией. Что там было, не знаю. Зато твари явно не рады, требуют очередную дуэль. Придется, получается, поучаствовать. И кто бы мог подумать, в гонке по пути оперативники оперативно расставляют ловушки, которые Горемычный благо успешно преодолевает и, поздравляем, побеждает. Против никто ничего не имеет, потому что правильно, всю мерзость заметили, в том числе масочники. Значит, поздравляем всей деревни, правда, платить пока нечем. Все финансы идут на восстановление порушенных сараев. Ладно. На Уфуме и телеге хватит. Плюс в придачу местный староста оформил торговую марку. Теперь можно странствовать еще выгоднее. Правда, есть один нюанс. Рафталию по пути укачивает, обидно досадно. Придется остановиться на законный отдых. И ну вы представляете, пока ребятки спали, Фила из птицы превратилась в звера... Людиню. Значит, придется вновь обратиться к старым друзьям-лавочникам. Ведь без одежды как-то того неположительно. Правда, для мощных модных шмоток нужна особенная ткань, способная менять размер и форму при перевоплощении владельца. Из важного. По пути ребятки помогли одному человеку, поняли, что можно помогать всем, доставили и спасли ювелира, а тот взамен обучил на Афуме всяким магическим тонкостям и обеспечил торговые союзные связные связи. Почетно. Что до остальных походов, проходов по данжам и прочее, благополучно скипну. Факт в том, что денег на птицу потрачено много, зато теперь все в наличии. Поздравим с новым луком, можно даже подпиской и анекдотным комментарием. Там еще, кстати, появились вести от других героев. Копейщик кому-то семечко посадил для урожая, мечник победил дракона, а лучник существует одновременно в нескольких местах. Верить слухам или нет, решайте сами. Из нового. Требуется доставить какие-то алхимические приколы в деревню, полностью заросшую лозой. Из плодов появляются монстры, а авантюристы тупо откисают в битвах. Там даже, представляете, растения внутри людей растут. Выходит, нужно всех вылечить, деревенскую байку выслушать и все-таки пойти делить кустарник на 0. Беда, понимаете, пришла от того самого Матаясу. А сельчане представить не представляли, что герой может оказаться гнилым. В общем, зелье усилено, дуб порублен, и вот они еще и семечки чудными свойствами наделил. Чтобы они не мутировали, жители смогли кушать, радоваться, жить. Остатки можно выгодно продать знакомому
местному торговцу, плюс от него же получить очередной заказ на доставку. А раз место назначения горячие источники, можно и на ночь остаться, искупаться и тайком за подарками для любимого хозяина сходить. Спойлер, Фила с Рафталией желанные трофеи не получили, зато кабанчика на 0 поделили. Работягам добычу продали и на вырученное купили чудной молоток, который ну точно, прямо 1000% вероятность пригодится горемычному. Впрочем, молоток был бесполезно потрачен на золотые побрякушки. Непочетно. Тем временем новая доставка. Лекарства в какую-то глушь. Там, понимаете, все болеют, хворают, а виной тому гнилой ветер с горы, где начали разлагаться останки дракона, недавно поверженного героем меча. Опять придется помогать. Но кто бы мог подумать, ящерица стала зомбей. Атакует быстро, мощно, еще и птичку съела. Но Афуми от такого даже ослабел, стал красным, щит изменился. Все горит, пылает, пыхает. Еще и Рафталию попутно зацепила. А что до дракона, так Фила жива, цела, здорова, съела кристалл внутри желатины. Теперь осталось только отвезти все добро в деревню и вылечить ожоги горемычной. Только у местного доктора мази и воды нужны не в наличии. Придется ехать в столицу, так что финансы пригодятся. Лучше их оставить себе. А пока всем спасибо, пожалуйста, нужно спать, отдыхать, думать о будущем, ведь цитата: завтра герои станут сильнее, чем вчера. Одним словом, простите, тремя, извините, кринж. Между тем, в столицу добраться все-таки нужно. А по пути можно даже подобрать некую потерявшуюся Мелти, сбежавшую из дома, чтобы поиграть с птичками. Зато теперь у нее есть не простая, а говорящая, еще и большая Фила. Остальные подробности транспортировки, сна в перьях и прочих путешественных нюансов я благополучно, понимаете, да. Главное, что молодой позволили добраться до города в компании героев. Ведь за возвращение блудной дворянки домой обещают заплатить соответствующую сумму. И пока пернатая пошла проводить знать домой, на Наофуме, представляете, напал Матаясу. Прям вот так, бесцеремонно, посреди площади. Что там кудахчет про толстую курицу и ангельскую удерживаемую силой спутницу горемычного. Еще и Малти опять объявилась, дуэль оказывается санкционированная. А на издержки всем тупо плевать. Ладно, вру. Не всем и даже не тупо. Мелти категорически против резни посреди улицы и, понимаете, имеет право. Все-таки принцесса. Причем, несмотря на то, что младшая по праву наследования на престол выше, чем гнилая сестра. Так что все успокоились, смирились, удалились по своим делам, что до самой королевны требуется серьезный разговор с Иватани. ГГ, правда, никаких дел с мерзкой царской семьей иметь не хочет. Говорить отказывается до, простите, свидания. Из важного. Копейщик по заслугам прямое попадание от Фила заслуженно по делам получил. Не помянем. Из куда более важного, к счету хотят присоединиться какие-то бедолаги, готовые даже наскрести денег, чтобы купить бесполезный кулон. А все потому, что они тоже выходцы из той самой деревушки, которую, ну вы знаете, из крайне категорически важного. Текущий максимальный уровень достигнут, а значит можно и даже нужно пройти усиление класса. Местом для этого ритуала служат те же самые часы, что предсказывают открытие разломов. Правда, местные настоятельницы слишком завышают цену за услуги, извините, то есть услуга в принципе недоступна герою счета. По приказу короля, гниль да и только. Придется идти к старому клоуну. Можно обновленные когти купить, о часах в других королевствах узнать и даже заказ на водосточного монстра для тренировки принять. А потом Ирана и Рафтали наконец-то залечить. Что до других героев, так наши горемычные с ними случайно столкнулись и даже растолковали за всю ту гниль, которая по их вине случилась. И про дракона-зомбию, и про смену тирании в северных землях, которую инициировал Лук. Бедолаги тем временем деньги нашли, значит добро в пати пожаловать. На монеты следует купить новый шмот, чтобы быть, так сказать, сильнее, чем вчера. Плюс до очередной напасти остались сутки, значит нужно план разработать. Королевна, кстати, про счетом младшей дочери крайне раздосадована. Ведь характер героя, знаете, скверный. Пойти на мировую с ним будет ох как непросто и совсем не весело. Обидно и очень досадно. Итак, золоченые подарки раздарены. А дальше телепортация, разлом, резня, успешная эвакуация, доброздравствующая бабуля и, похоже, придется идти на призрачный корабль. А то монстры все никак не кончаются. Нужно расправиться с источником проблем. А там, чтоб вы думали, остальные герои общий язык найти не могут. Кооперации абсолютный нуль. Да и борются она вообще не с теми, кем следует. Благо Рафталия все осветила, цель стала ясна. Главная проблема в тенях, а там и финальный босс вылез, которого, к слову, ни одно оружие не берет. Ничего не поделаешь. Придется воспользоваться кровавой техникой щита. Правда, чудесным образом сработала не она, а ярость павшего дракона, таящийся в кристалле, которым горемычный на медне усилил броню. К счастью, добрые руки горемычной злость горемычного отменили, и получается все. Мощные скиллы, шаровая котлета и того лучше железная дева в сумме с делением твари на 0. Поздравим, хотя, простите, помянем. Оказывается, предстоит еще один раунд резни. Ладно, вру. Финальный босс совсем не вторая фаза призрачного призрака, а некая упавшая с неба глаз. Говорит, мол, наконец-то будет настоящая тотальная математика. Мол, герои не герои вовсе, а тотальные лохи. И, мол, единственный, кто хоть чего-то стоит, щитовик. Еще и представиться требует. Как говорится, здравия не желаем, врагам такого не того. Если коротко и по делу, бедолаги оказались против мощной мощи, бессильную абсолютно. Да и ни один из хилов на Афуме не помог. Пришлось тупо бежать. Благо, волна завершилась сама собой по окончанию обратного таймера. Поздравим. В честь такого можно даже с королем побеседовать. Старый, правда, извиняться не собирается, а на колени вставать тем более.
Г. Значит, опять и снова до, извините, свидания. Из важного. Какая-то особа в платье намекает на какие-то заговоры и зло, таящиеся рядом. Ладно. Не время тратить время на непонятные, неясные информационные потоки. Нужно снаряжаться в путь до царства получаеков, чтобы там оформить подписку и возвышение класса. Вон кузнец даже подготовил все необходимое для долгой дороги. Значит, удачи, успехов, обновок с лихвой и для Щита, и для Рафтали, и для Фила. К несчастью, нормально отдохнуть не вышло. Вон пока сидели, чаевничали, горемычник догнала Мелти со стражей. Говорит, нужно с королем помириться. Иначе тотальная резня быть, не миновать, волнам не противостоять. И так говорила бы дальше, но вы представляете, прямо со спины в крысу напал свой же охранник. Одним словом, гниль. Как вы понимаете, все в очередной раз обставили так, будто сам щит виноват. Принцессу взял в заложники, стражу перемножил, произошедшее на магический шарик засняли. По всем телеэкранам перетранслировали, граждане в шоке, я нет. Все было ожидаемо, очевидно, понятно с самого начала. Ребятки, теперь все в розыске. Тесто, к слову, в том, что местные религиоведы считают священным только копье, меч и лук, а щит ключут демонам, и поэтому вот это все вышепроизошедшее. Понимаете ли, произошло. Плюс ко всему, Малти, видимо, планирует от младшей сестры избавиться и право наследования престола получить. Кринж. Но есть и положительные веселые новости. Страна, оказывается, матриархальная. И королева стоит выше короля, который, значит, приемный, наделенный высокими правами, неудачник. Слабость, смех, панорама. Из отрицательного за горемычными следят. И даже хуже того, другие герои с войском уже догнали и прижали наших бедолаг к обрыву. Еще и Малти снова откуда-то нарисовалась. Что там выдумывает про промывку мозгов и наглую ложь сестры. А сама, понимаете ли, хочет поделить все и вся на нуль, чтобы избавиться, ну, впрочем, вы знаете. На Уфуме даже пришлось снова кастовать огневой щит, чтобы все и вся спасти. Из положительного. Мечнику достался боевой трофей, если конкретнее, подсказка от товарища, чтобы разобраться, кто виноват, какая гниль стоит за происходящим. А пока, понимаете, привал и беседа с маскированной дамой. Говорит, нужно встретиться с королевой, тогда-то все станет ясно. И вообще, пора перестать жить в плену старых предрассудков. Ладно. Придется? Да. Однако, пусть бы не близкий, царица на другом конце континента. К тому же, еще раз, и опять не до того. Вон гниль развела мощный костер. Очередная, извините, уловка для неуловимых горемычных. Беда? Да. Благо, на время можно укрыться у старого знакомого Мелти, лорда местных земель. К тому же покровительствующего зверя-человека. Но кто бы мог подумать, везде одни враги, и из соседнего имени уже прибыло войско, готовое поделить все и вся на ноль. Принцессу взяли, героя не нашли, ничего, как говорится, не поделаешь. Придется идти вызволять бедолагу, к тому же пятиглазого помощничка тоже увели. Из обидного, у Рафталии снова начались панические атаки, кошмары и тотальная депрессия. Потому что именно в этих землях ее продавали, делили и прочие преступные действия, которые, конечно же, осуждаю. Хорошо что? Хорошо все то, что хорошо кончается. Мелти спасли, местного гнилого к стене прижали. Поздравим. Ладно, вру. Чел решил проявить сопротивление и по итогу выпал из окна. Не обидно и даже не досадно. Ну ладно. Нет времени на пустые разговоры о виновных и виноватых. Нужно спасти выживших зверолюдов, которых заточили в клетках, кандалах и прочих металлических оковах. Между тем можно даже флешбэк о прошлом Рафтале оформить. Когда-то, когда была первая волна разлома, деревню Горемычной разрушили, а родителей разделили. Но бедолага решила, что печалиться негоже. Тем более родные завещали улыбаться, значит нужно строительный дух сельчан ободряющей речью восстановить и саму деревню тоже, то есть восстановить. Но представляете, по душе бедолаг приехали гнилые вояки, всех скрутили и увезли куда, сами знаете. Благо, спустя годы Рафталия того самого героя щита встретила, и все нынче хорошо. Жаль, старая молодая подруга откисла, так и не дождавшись помощи. Грустно, печально. Но есть куда менее положительные вести. Тварь таки выжил, в том числе из ума, и представляете, снял печать с погребения древнего монстра, некогда побежденного героями. Значит, будет тотальная резня. Из клиффхенгеров. Какая-то полуптица узнала от полностью птицы о находке кандидатки на следующую царевну пернатых. Из важного, динозавр охотится за Фила, в брюхе которой такой же кристалл маны, как у животины. Значит, можно выманить зверя наружу, а потом попытаться поделить на нуль, ну или какие-нибудь другие прочие математические действия. Ладно, извините, вру. Горемычные наносят тупо 0 урона, еще какой-то туман вокруг появился. Еще голос советует не использовать мощную щитовую кровавую силу. И еще и куча птиц прибежала из ниоткуда, и вы представляете, из воды выпрыгнула самая огромная куропатка, а после того хуже одним ударом пересчитала ящерицу. Чтоб вы знали, это никто иная, как королева всех крылатых Фитория, и у нее герою есть категорически важный разговор. Но для начала перемещение в безопасное место, обед и тотальный урок истории. Дело в том, что герои не должны быть призваны в одном королевстве, и разломы вообще-то открываются не только здесь, но и в других местах, которые по приказу своего господина вынуждены в одиночку сдерживать птичья королева. Но сила, очевидно, ресурс конечный, и если герои продолжат грызть друг друга вместо того, чтобы решать проблемы, скоро скиснут вообще все. Причем в первую очередь сами исекаевцы, ведь старуха лично поделит их на ноль. Что до ускоренного роста и развития Фила, так она идет по тому же пути Фитори, потому что перевует тоже растит героя, значит она следующая королевна авиаконструкторов. К слову, меч с луком таки продвинулись в разгадке загадки щита
щита. Правда, не без лишних зрителей в лице Малти, так что, думаю, заранее помянем. И, казалось бы, утро, ребятки тупо сели пообедать, ничего не предвещало беды, как вдруг, представляете, Фитория взяла Мелти в заложники, говорит, не отпустит, пока Горемычный не пообещает помириться с остальными героями, потому что иначе, вы знаете, крах, конец, тотальный финал, финальный финал всего мира и самих попаданцев в частности. Наофуми, правда, храбрые, мужественные, мощные, на все готовы. Считает, что справится со всеми сам, несмотря на разломы в разных частях континента. Раз так, будет поединок. Если ГГ сможет доказать в бою свою мощь, то да, если нет, ну вы знаете. Но представляете, дуэль-то предстоит с Фила. Короче, птицы тупо потанцевали в человеческих формах. В конце Горемычная даже краем когтя задела щеку противницы. Почетно, поздравительно, одобрительно. Экзамен успешно пройден. В честь такого можно даже на все подписаться, авторизоваться и корону будущей королевны вручить. Жаль, Бежа быстро пропала, став тупо чубчиком на голове. Обидно, досадно. Зато и Ватани не остался без дополнительного усиления щита. И в конце концов, все. Праздник, еда, застолье в честь новой принцессы. Еще раз поздравим. А что до непринужденных вечерних бесед, помириться с остальными героями все-таки следует. Плюс нужно какой-то выбор, выбрать кого или что защищать, людей или мир. Что это значит, не знаю, пишите в комментарии. Тем временем настало время для какого-то ритуала. Ладно. Куда важнее то, что нужно направляться дальше по намеренному пути. Фитория даже подсобила, доставила к точке недалеко от одного из героев. Все-таки нужно, вы помните, договариваться. Правда, представляете, рядом оказался самый гнилой копейщик. Ему еще и что-то нового наговорили про скисших Ицуки и Рена, которых якобы поделили на 0 щитовой демон. Получается, резне быть, поговорить не получится. А там, как вы понимаете, и Малти снова подоспела с помощной помощью и скоординированную атаку твари оформили. К счастью, Горемычный все отразил, и того лучше, саппортисты даже ответный интеграл посчитали. Жаль, на том все, то есть нужно укрыть мощнейшим щитом живых бедолаг, находящихся рядом, потому что Фила почувствовала, скоро с неба что-то упадет. И представляете, так и есть. Церковник собственной персоны что-то про слабых и вредоносных мемчика-слушника бормочет. Новую систему управления без царской семьи выдумал. В общем говоря, планирует всех удалить модным мечом, чтобы неповадно было. Ладно, вру, никакой это не меч, а копье, лук и щит в одном флаконе. Легендарный артефакт, когда-то создан на замену геройским орудиям, способный становиться любым из них, и судя по актуальным данным, утеряны больше сотни лет назад. Правда, маны и вещицы требует много. Вон приходится целый взвод прихожан держать в строю, чтобы использовать магическую магию. И ну вы представляете, откуда ни возьми взялись герои лука и меча. Говорят, все козни церковников разгадали и даже выжили благодаря поддержке королевских теневых воинов. Одним словом, молодцы. Другим словом, резня. Да ладно, вру. До резни еще далеко, но царская стража уже в пути. Значит, самое время собрать всю ману в кулак и оформить пару душных диалогов о том, кто прав, кто виноват, какую гнилую заносчивую тварь натворили, сколько жизней погубили, как Наофуми пришлось восстанавливать выжженную землю за спинами иссякаинутых. К слову, пусть на один бой, но Горемычный готов на минуту забыть обиды и встать бок о бок с нетоварищами, потому что противник мощный, злой, одному, понимаете ли, не справится. Тем более, вон какой модный забор уже выстрелил пятиглазый. Настоящий каменщик. Что до королевы с войском, так они уже в пути. Что до бедолаг, да ничего. Тупо слабость. Ладно, извините, опять вру. Там у ГГ, помните, есть козырь в форме заточенного в кристалле демонюги. Правда, у чудного скилла, если тоже не забыли, есть побочный эффект в форме драконьей брони и головной шизы. Простите, дно. Опять все не так. Вон сколько у Иватани положительных воспоминаний, способных перекрыть всю ненависть. Ну и все, дальше последовательные выпады, отвлечение внимания и наконец, да ладно, конечно, никакой не наконец. У кринжовника еще остались тузы с луком, иллюзиями и тотальной аннигиляцией. Благо королева таки все пришла, заморозку кастанула, окно для атаки открыла, а Наофуми, соответственно, свою часть работенки тоже, кто мог подумать, выполнил. Правда, пришлось пожертвовать собственным собой. Одним словом, помянем. Извините, простите, последний раз вру, конечно, никто не скис, потому что как можно такое, если прямо напротив стоит Мэрилия Мелромарх, собственной персоны. Здравствуйте, приветствую, добрый день. Вы тоже передать привет в комментариях не забудьте. Тем временем прошло пару дней. Раны понемногу зажили, можно наконец побеседовать по душам за будущее страны. Начать, правда, стоит с прошлого. Вышло все вот как. Королева была на международном собрании, где было решено призывать по одному герою в каждой стране, чтобы совместно бороться с разломами. Неблаго, пока дама пребывала в отъезде, король, сговорившись с храмовниками, призвал сразу 4 бедолаг. Так что Мелромарк пришлось расхлебывать политические недопонимания. Но теперь, раз все, наконец встало на свои места, будет пир, будет мир и даже деление надвое гнилого деда и Малти после судебного заседания. Впрочем, на самом слушании все прошло гладко, ровно, просто и понятно. Лгуни поставили клеймо, чтоб сгорало от стыда каждое нечестное слово. Король тупо запутался в показаниях, приговор очевиден, гильотина. И вот, значит, все собрались, смотрят, ждут. Как вдруг, представляете, выходит герой щита и прямо так сразу говорит, что скисание слишком легкий и немучительный приговор. Куда лучше лишить гниль всех титулов и поменять клички на осуждаемую нецензурную брань. Так в итоге и поступили. Спасибо, поздравляем, увидимся, до встречи. Потому что, несмотря на согласие, сотрудничать Горемычный все равно уезжает в далекие края. Путь держать по другим царствам. Все село, представляете, провожает, честь отдать
дает успехов, удачи, счастья, здоровья и Евангелиона. Далее по плану заветное повышение класса у тех самых часов. Честно, врать не буду, горемычную ветку развития выбрать не смогли. Видимо, какой-то сдерживающий фактор повлиял. А остальное, а конкретнее банкет, собрание, очередные гнилостные проделки твари на бывшей принцессе благополучно скипну. Все, что вам нужно знать, самая полезная информация, возможность копировать оружие своего класса, тупо взяв его в руки. Плюс ГГ понял, что способ прокачки прикола для всех индивидуальный, и клоуны зря спорили. Что до сюжета, пора отправляться на какой-то корабль, плывущий прямо на остров с временным событием, где герои смогут прокачаться и получить много положительных бубликов. Мимоходом можно даже сделать небольшой крюк и заехать в деревню Рафталии. Все в руинах, цветах, на могилах, незнакомец на береге. Кто он такой, пишите туда, куда вы понимаете, знаете. А бедолаге пока того, отправиться в морской путь. К слову, в каюте можно и с новыми клоунами поближе познакомиться. Спутница Ларка, Тереза. Судя по языку, ребята с какой-то иной страны, а может и того лучше, мира. Впрочем, в представление Горемычного они почему-то не поверили. Мол, герой считал в сказках злой злодей, а напротив явно добрый добрей. Ладно. На остров прибыли, можно и ознакомиться с местными достопримечательностями и по грибы прогуляться. Правда, поляна хоть и плодовитая, но уже, понимаете, остальными шизами занята. Ну и пусть, как знаете, не горты, может и подальше сплавать. Там и монстры страшнее, и опыта больше, и награды лучше. Даже друзья пришли проведать, все ли в порядке. А то ночь, мало ли куда, тем более на Афуме обязался выковать чудной браслет. И раз обещал, то, как говорится, получить распишитесь. С таким можно и в рейд сходить, мобов побить, всех поблагодарить, на завтрашнюю встречу не договориться. Обидно, досадно, зато можно устроить пляжный выходной. Причем даже продуктивный. Фила нашла какой-то замок прямо под водой. Ну, понимаете, сплавали, осмотрелись. На месте установлены такие же, как те самые часы. Значит, и здесь появится разлом. Все в опасности, но куда хуже, что до волны всего пара суток. Естественно, весь доставить успели, королева флот снарядила, и резня будет тотальная. Правда, главному боссу бедолаги наносят 0 урона. И значит, как же хорошо, что Ларк прямо здесь и может помочь. Ладно, извините, ничего не хорошо, потому что после победы над Водяным предстоит битва с Бергом, а он ведь герой из какого-то иного мира. Владелец модной косы и просто самый честный человек, раскрывший все карты до начала боя. То, что на Афуме не врал и действительно оказался тем, кем представился, конечно, обидно и очень досадно, но придется все вокруг делить на 0, потому что от этого зависит благополучие другого мира. Того, из которого вы поняли, прибыли знакомые незнакомцы. Даже пару совместных командных финтов исполнили. К тому же Мелти прибыла на лодке, чтобы помочь подсобить. Только жаль, не вовремя. С неба вон опять свалилась глаз. Говорит, нужно расправиться со щитом сейчас, пока не стал еще сильнее. А то раньше только тотальная драконья форма могла отражать атаки, а теперь, понимаете, и обычный железяка все контрит. Одним словом, имба. Другим словом, резня. Что до душных диалогов, тотальный скип. Вы, наверное, и так уже поняли. Из разлома прибывают герои другого мира, у которых такие же бедствия. А закончить все можно, только поделив на 0 коллег. Обидно, конечно, но, видимо, об этом и говорила Фитория, когда указала на неизбежность выбора. Впрочем, пока ребятки тупо беседовали, уже и подмога с винными дочками, ладно, бочками, подоспела. А там и таймер истек. Короче говоря, мир, дружба, жвачка, любовь, благодать. В честь такого можно даже новую союзницу в команду принять. Зовут Лисия. Она как раз и оказала тотальную помощь горемычным, за что, правда, однопартийцы не взлюбили, луку каких-то басен напели, и все, даму выгнали с позором. Что до награды от королевы, все просто и предельно ясно. Нужны земли, на которых можно было бы обосновать опорную базу. Вот на Афуме и выбрал разбитую деревушку Рафталии как личное владение для становления лордом. Впереди перестройка, поздравления, благодарности и, что важнее, отрицание, непринятие потенциального скисания героя. Только Иватани, вы представляете, уже не планирует жертвовать собой, потому что дорогие ему люди здесь, и бросать их нельзя, а еще все цивильно, положительно, не отрицательно. Ладно, вру. Конечно, все в минусе. Кринж тотальный, очередной истекай с очередным истекаем, которого все не взлюбили. По сравнению с остальными представителями флоры и фауны, конечно, не самый худший вариант, но если вам нечем заняться, лучше оформите лайк, комментарий, анекдот и подписку на все соцсети, которые только можно представить. Пока, извините, еще же анекдот. Значит, дело такое. Тук-тук донеслось из-за двери, а после постучали ровно 42 раза. Сороконожка и птица, подумал Сократ. Ответ не заставил долго ждать. А где ж ты, философ? Слышал, что птицы человечьим языком говорили. Сходи лучше к анал проверь. Сократ, телемать твой графист.